Ранним воскресным утром 22 июня, когда жители Израиля начали просыпаться, когда на горизонте вдруг раздались первые тревожные сигналы. Небо над страной прорезали огненные всполохи, Иран начал масштабную ракетную атаку, которая застала многих жителей врасплох. Все это произошло всего через несколько часов после того, как Соединенные Штаты нанесли серию авиаударов по ключевым объектам иранской ядерной программы. Тот же день, несколько часов ранее, в Вашингтоне президент Дональд Трамп выступил с заявлением: американские ВВС полностью уничтожили ряд объектов, связанных с разработкой ядерного оружия в Иране. Его слова звучали решительно и грозно, пообещав защитить союзников и не допустить расширения ядерного арсенала в регионе. Этот удар стал последней каплей в нарастающем напряжении между двумя странами. В ответ Тегеран быстро и с большой решимостью активировал свою баллистическую ракетную программу. Свыше 20 ракет взмыли в небо, направляясь в сторону центральных и северных районов Израиля. По всей стране зазвучали сирены воздушной тревоги, жители в панике бросались в ближайшие бомбоубежища. Многие хватали детей и домашних животных, спеша найти хоть какую-то защиту. В некоторых районах люди даже не успели полностью осознать происходящее, когда уже слышались первые взрывы. Израильская армия оценила количество выпущенных ракет 20-30 штук, которые запускались несколькими волнами, создавая ощущение непрерывного огненного шквала. В Тель-Авиве, одном из самых густонаселенных городов, небо окрасилось ярко-красными вспышками. Обломки ракет падали на жилые кварталы, разрываясь в воздухе и вызывая панику среди мирных жителей. Особенно тяжело пришлось району Дан. Здесь одна из ракет поразила многоэтажное жилое здание прямо в середину. Огромные куски бетона и стекла разлетелись по улицам, пробивая автомобили и повреждая инфраструктуру. В центральном округе неподалеку автомобиль, припаркованный у жилого дома, был буквально смят ударной волной, стекла в окнах разлетелись на куски. Возле места взрыва пожарные и спасатели работали в экстренном режиме, пытаясь локализовать огонь и извлечь пострадавших из-под обломков. На побережье, в таких городах как Хайфа и Нес-Цион, несколько зданий были полностью разрушены после попадания ракет. В одном из районов пострадал дом престарелых, ударная волна выбила окна, повредила фасады и вызвала панику среди пожилых людей, многие из которых были вынуждены эвакуироваться с помощью медицинских служб. Израильская служба скорой помощи сообщила о как минимум 16 раненых, большинство из них получили ранения осколками и ушибы, несколько человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. В городских больницах началась экстренная мобилизация, медицинский персонал работал без перерывов, оказывая помощь пострадавшим. В то же время официальные представители Ирана заявили, что целью ударов стали стратегические объекты Израиля. Аэропорт Бен-Гурион, логистические центры, а также ряд военных и научных учреждений, связанных с обороной и технологическим развитием страны. В сообщениях иранских СМИ подчеркивалась решимость продолжать ответные меры до тех пор, пока, по их словам, угрозы не будут устранены. В результате этой внезапной эскалации регион оказался на грани серьезного военного конфликта, а международное сообщество призывало к немедленному прекращению огня и началу переговоров. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.